кто напал на турецкий поток. Россияне достигли цели войны или СВО, и у Трампа называют Маска злом. Похоже на начало конфликта. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Москва лишается влияния на Ближний Восток, а флот оказывается бесполезен. Что случилось? Австрия расстроила лукашенковских пропагандистов. В России заявили о заслуженном покарании Калифорнии и сделали прогноз, что же будет дальше и в каком случае. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. Дерзкое нападение на последний газопровод в регионе. Российская Минобороны отрапортовала о героической защите компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Речь о турецком потоке, который, судя по всему, стал новой мишенью для 9 украинских дронов, по версии Минобороны РФ. По этой же версии атака произошла 11 января. Цель — это, конечно же, прекращение поставок газа в Европу, ведь этот трубопровод последний, по которому российский газ еще дотягивается до Старого Света. Но, как всегда, все прошло по плану, дроны благополучно сбиты, ПВО в ударе, а станции всего пара незначительных царапин. Заявляют, что здание и оборудование немного пострадали, но персонал цел, а газ идет как ни в чем не бывало и вроде бы даже по трубопроводу. В общем, классика жанра: атака была, а результата, как обычно, нет. Последний этап к достижению главной цели так называемой СВО. Цель российской армии — это оккупация всех населенных пунктов в Украине, которые называются Шевченко. Сами пропагандисты пишут, что захватили 2 и хотят захватить еще 1. Но в этом случае якобы взято под контроль литиевое месторождение в Шевченко, под Покровском, в оккупированной части Донецкой области. Для тех, кто не в курсе, литий — это не просто металл, а настоящая золотая жила для электромобилей и высоких технологий. В общем, штука крайне востребованная в мировой экономике. В пророссийских пабликах уже подсчитывают будущие миллиарды евро от продажи лития, мол, Европа с удовольствием выстроится в очередь, чтобы закупаться этим стратегическим ресурсом у России. Вот только проблема: самое крупное месторождение все еще под контролем Украины. В районе 3 села с названием Шевченко, и лишь 2 из них сейчас оккупированы. Третье, где как раз сосредоточены основные запасы лития, пока недоступно для экономических планов Кремля. Ошиблись или ввели в заблуждение, или, может, зашли не туда? Как думаете? Пишите в комментарии. Ну а оккупанты тем временем, видимо, решили не тратить силы на прямой штурм Покровска, а обойти его с юга, продвигаясь в сторону Днепропетровской области, получив тем самым еще и пропагандистскую победу. Вероятнее всего, они нацелились на населенные пункты Котлино и Удачное, расположенные на трассе Межевая-Покровск. Расстояние до них сократилось до менее чем 2 километров, что фактически блокирует важную логистическую артерию, соединяющую Днепропетровщину с Покровском. Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук предупреждает, что враг может наносить удары управляемыми авиабомбами и артиллерией по приграничным громадам области. В зоне повышенной опасности оказались Великомихайловская, Маломихайловская, Новопавловская, Межевская, Покровская, Петропавловская и Васильковская громады. Жителям этих территорий рекомендуется серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности. В целом, о ситуации возле Покровска и на линии фронта мы поговорили с военным экспертом Давидом Шарпом. Основными целями по-прежнему являются захват Покровска, Мирнограда и вообще продвижение, захват в целом славяно-краматорской агломерации, то есть Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Ну и Покровск, естественно, и основные события, мне кажется, будут развиваться в этом направлении с целью, в том числе, обхода Покровска по флангам и захвата его вот за счет угрозы оперативного окружения. Будет ли при этом заход в Днепропетровскую область? Ну, вероятно, да, если не уже. Но пока тут ведь эта война ведется методами медленного продвижения, и вообще мы говорим о войне на истощении. Поэтому какие-то далеко идущие цели или прорывы — это не то, что является актуальным, и не то, что являлось актуальным после вот этой вот начальной фазы российской операции. Бои идут медленно вдоль линии фронта, и даже когда россияне продвигаются, это продвижение небольшое.
И поэтому то, о чем мы сейчас все говорим, Часов Яр, Торецк, Покровск, естественно, Великая Новоселка, вот это и есть места, в которых будут развиваться основные события. Но и да, Днепропетровская область тоже уже на слуху в этом плане. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Недолго музыка играла, плакаты с Лукашенко в Австрии провисели нетронутыми не так долго, как хотелось бы обрадовавшимся пропагандистам. Напомню, там внезапно нарисовались фанаты Лукашенко, развешивающие в Вене плакаты в его поддержку. Естественно, ночью, и так, чтобы никто не видел, кто же за этим стоит. Версий немного. Либо это местные ябатьки из числа русскоязычной диаспоры, либо нанятые через Телеграм рабочие за пару евро. Но сюжет получил неожиданный поворот. Белорусы, живущие в Австрии и явно обладающие чувством юмора, решили немного улучшить этот шедевр. Изначально плакат кричал «Австрия стоит на стороне Лукашенко» и был подписан загадочными патриотами Австрии. Но после доработки он обрел новую жизнь, и теперь на нем красуется фраза «Гаага ждет», а смысл стал немножечко другим. Австрия выступает против Александра Лукашенко. Русский военный корабль послали даже в Сирии. ВМФ РФ, похоже, окончательно лишилась базы на сирийском побережье, и те, которые привыкли чувствовать себя в порту Тартус как дома, теперь выброшены на обочину. Сирийский союзник внезапно захлопнул двери и отказался пускать корабли в порт. Даже скандально известная «Спарта», которая перевозила оружие под видом гуманитарных грузов, теперь беспомощно болтается на внешнем рейде. И это не просто небольшая заминка, это демонстративный шаг. Российские корабли, привыкшие безнаказанно возить оружие и технику под прикрытием гуманитарных миссий, теперь фактически брошены на произвол судьбы. Есть ли еще выходы у россиян, спросили об этом у военного эксперта Давида Шарпа. Их устроит какое-то ее военное присутствие на территории Сирии. Вероятно, если это произойдет, то они потребуют за это немало средств. Вопрос будет стоять в том, а нужно ли это России. Значит, потому что хозяйничать в Сирии они и близко не могут. И близко они там гости, причем гости могут быть гостями, причем нежеланными для местного населения, у которого с ними масса счетов. А Сирии власть, даже если она утверждается, сказать, что она способна обуздать желающих поквитаться с Россией, я бы не был в этом уверен. В общем, ситуация какая-то не разруленная до конца. То есть россиян, с одной стороны, не выпнули окончательно, с другой стороны, что-то там происходит. Я предположу, что их присутствию в Сирии, пришел конец. Либо оно будет гораздо более символическим и гораздо менее значимым, чем раньше, если договорятся с новыми властями. И да, в этом случае в Восточном Средиземноморье у них либо места вообще не будет, либо оно будет совсем не той значимости, как раньше. Эвакуация техники из сирийских баз заморожена. Молчит и Кремль, который, кажется, не ожидал такого удара в спину. Тартус, родной порт российской армии, внезапно превратился в зону недоступности. Союзники, похоже, больше не хотят ассоциироваться с флотом, который приносит одни проблемы. Уничтожить Маска грозит экс-советник Дональда Трампа. Стив Беннон в интервью итальянскому изданию «Корьера делла Серра» назвал миллиардера истинным злом. Я прогоню Илона Маска отсюда ко дню инаугурации. Он действительно злой человек. Очень плохой человек. Я сделал своим личным делом уничтожение этого парня. Причиной столь резкой атаки стали визы, которые Маск поддерживает и по которым сам некогда переехал в США из Южной Африки. Эти визы выдаются талантливым в сфере технологий людям. Беннон уверен, что такие разрешения наносят ущерб американцам. Цитирую его: «Технократы заменяют хорошо оплачиваемую американскую работу дешевой иностранной прислугой, а миллиардеры делают на этом деньги». Конец цитаты. Да, Беннон перешел на личности, раскритиковал происхождение Маска. Цитирую дальше его: «Он должен вернуться в Южную Африку. Почему у нас есть южноафриканцы, самые расистские люди на земле?» Конец цитаты. Число погибших в лесных пожарах в Калифорнии достигло 24 человек. Губернатор штата предупреждает, это может стать самой разрушительной природной катастрофой в истории США. С 7 января в пригородах Лос-Анджелеса бушуют 3 крупных пожара, уничтожившие уже более 12 тысяч строений и вынудившие около 150 тысяч человек покинуть свои дома.
Общая площадь пожаров превышает 40 тысяч акров, это больше, чем территория Сан-Франциско. Синоптики прогнозируют усиление ветров Санта-Анна с 13 по 15 января, что может еще больше осложнить борьбу с огнем. Но власти надеются, что с 16 января эвакуированные жители пригородов смогут вернуться в свои дома. Мы будем готовы, мы пройдем через это, но для того, чтобы Лос-Анджелес вышел из этой ситуации гораздо лучшим городом, нужны единство и дух, которое я видела вчера. По всем полученным мною данным, система водоснабжения округа Лос-Анджелес готова, и она будет готова помочь нам в борьбе с пожаром на дикой территории. Пожары не просто стихийные бедствия, а результат многолетнего пренебрежения к проблемам изменения климата и недостаточной подготовки к подобным катастрофам. Калифорния уже сталкивалась с разрушительными пожарами в прошлом, но ситуация сейчас демонстрирует, что уроки не были усвоены. Ну а вот в России тоже говорят про уроки и считают, что американцы в Калифорнии заслужили такое наказание огнем. Огонь с неба вполне очень даже должен падать на Калифорнию, особенно Лос-Анджелес и Сан-Франциско. В этом нет ничего, не то что необычного, в этом все очень даже логично и закономерно. Смотрите, ни с кем вы не можете договориться. Ваши дома, ваши клубы, ваши машины горят синим пламенем, вернее красным пламенем. И с этим вы ничего сделать не можете, потому что вы это заслужили. Победу на выборах в Хорватии празднует действующий президент. Зоран Миланович, известный своими симпатиями к Путину и критикой НАТО, получил 74,5%. Предварительные результаты с почти 100% избирательных участков посчитаны. Оппонент действующего президента, кандидат от правящей партии, смог набрать только чуть более 25%. Явка на выборах оказалась довольно низкой, всего 44%, но этого хватило, чтобы Миланович остался у власти. Несмотря на то, что президент Хорватии выполняет в основном представительские функции, Миланович активно использует свои полномочия в вопросах внешней политики и обороны, чтобы вставлять палки в колеса коллективному Западу. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну, у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.